Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. В рамках ежегодного фэшн-марафона недели моды в Нью-Йорке бренд Carolina Herrera представил коллекцию «Осень 2025, зима 2026». Накануне показа погода словно принимала участие в грандиозном перформансе, превратив серый город в зимнюю сказку, что очень удачно сыграло на контрасте с цветочным настроением новой линейки образов от креативного директора Уэса Гордона. В качестве локации для шоу был выбран один из небоскребов Манхэттена. Здесь, в пространстве с панорамными видами, на 48-м этаже Solo Building, где словно Париж над облаками, состоялась презентация модного гардероба, наряды которого вскружат голову быстрее любого мимолетного взгляда с вершины. И пока там, за окнами, утреннее солнце неспешно карабкалось сквозь серебристый снежный покров Центрального парка, на бетонном покрытии зала ярким вишнево-красным ковром распустились садовые лютики. Столь поразительная инсталляция, составленная из 3000 цветков, оказалась прямой отсылкой к одной из любимых дизайнером кинокартин конца 70-х «Будучи там». Атмосфера фильма, увлекательный сюжет с вереницей событий, заставляющих о многом задуматься, стали источниками вдохновения в творчестве Гордона. А подиум, на котором бережно вместе с землистой почвой были высажены цветы, это буквальное воплощение фразы, сказанной главным героем-садовником. «Пока корни не оторваны, все хорошо, и все будет хорошо». Идею обновления, возрождения, стремление к гармоничному союзу сдержанной роскоши и чувственности, сохранению эфемерной красоты дизайнер постарался отразить в цветочных акцентах коллекции. Он сделал это так же изысканно и ровно, как лучший шеф-повар на презентации сервирует дегустационное меню. В сочетании с живым музыкальным сопровождением дефиле превратилось в волшебное театральное представление, где каждый образ – маленькая зарисовка на тему флористики, а каждый шаг модели – короткая история о женственности, элегантности и дерзкой свободе. Новая осенне-зимняя линейка образов получила название «Современный роман». Но очень возможно было бы озвучить цветочную феерию от Carolina Herrera как «Море цветов» или же знакомой фразой из песни «Миллион алых роз». К тому же одним из фаворитов показа зрители определили брючный комплект с роскошным объемным бутоном. Наряд великолепно смотрится в красном цвете, но куда более восхитительно в черном с одиночной синей розой на бедрах. Данный аутфит открывал шоу и задал общее настроение всему модному действу. Несмотря, или вернее будет сказать, вопреки любым правилам и традициям холодного сезона, цветы в гардеробе Herrera распускались везде. В виде позолоченной броши тюльпана на платье и на кашемировом свитере, на лацкане офисного жакета, либо как застежка пальто в области талии. Те же тюльпаны, только в роли изящной вышивки, украсили серые кейпы и комбинезоны в полоску с широкими брюками. Уэс Гордон высаживал целые клумбы на платьях-футлярах и укороченных накидках с бархатным подолом. Цветы вы увидите в узорах жаккарда, который выглядит как живопись на старинном холсте. С такой любовью и вниманием здесь проработана каждая деталь. А еще цветы распустились в сочных принтах на шелковой ткани, появились в мотивах нежного кружева, сложной по исполнению драпировки на юбках и топах. Мини-букеты нынче сменили на одежде привычные пуговицы, а розы с лепестками из меди и листья из бисера по-особому выразительно смотрелись на образах в черном тоне. Конечно же, цветочная тема не обошла стороной аксессуары. Среди украшений, помимо броши тюльпана, есть серьги в форме бутона и пару моделей разных по цвету сумок с декоративной розой. Ярким акцентом в стильном образе бренда Carolina Herrera нынче выступает обувь. Элегантные лодочки на каблуке, бархатные или из черной лакированной кожи, атласные туфли с тонкими ремешками в синем, красном либо в изумрудном тоне, остроносые слинбеки с золотым металлическим блеском. Любая модель гармонично дополняет как повседневный, так и вечерний лук. Сегодня Уэс Гордон предложил нам свежий взгляд не только на, казалось бы, давно ставшие банальностью флористические мотивы, но и представил интересные решения в построении силуэта, в новой подаче обыграл брючный костюм, простую белую рубашку, трикотажные вещи и наряды из твида. Даже несмотря на некоторые замечания фэшн-критиков, дизайнеру удалось создать на подиуме не сладкий ликер из рюшей бантиков, а современный, стильный микс женственности, элегантности, чувственности. Приятного вам просмотра, мои дорогие зрители! Ваши лайки, подписка и комментарии для меня – большая поддержка и лучшая мотивация к созданию новых видео. Всем красоты, хорошего позитивного дня, море искренних добрых улыбок и теплого, солнечного настроения!